Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу вам подарить еще один ритуал на приумножение имущества. Такие ритуалы, как правило, помогают приумножить имущество человека, то, что у него есть, или притягивают новое имущество. Сегодня я подарю вам ритуал на украинском. Это мой авторский ритуал, но он не совсем обычный денежный ритуал. Здесь призывается дух той самой известной ведьмы Солохи. Да, Солоху вы знаете из произведения Гоголя. И Солоха действительно жила в хуторе близ Диканки. Вот эта Диканка, которая, вообще говорят на Украине, каждая баба ведьма. Но не могу согласиться, но где-то они правы. У многих украинок были тетради, может и сейчас есть от бабушек. Кстати, мне отправляли украинские ведьмы, точнее их внуки и правнуки, отправляли их книги теней, но это были тетради расписанные. И я некоторые из этих работ вам дарила, если помните. Люблю я украинскую мову. Не скажу, что свободно говорю, но при желании, если сесть и уделить этому время, то могу говорить свободно. Так вот, почему на Украине именно эта традиция ведовства более сильна, чем где-либо? Ну, начнем с того, что Русь начиналась с Киева. Когда некоторые орут о том, что вот Киевская Русь, дорогие друзья, люди того времени не называли себя киевскими русичами. Тогда была Русь, одна Русь. Это историки разделили московский период царствования и киевский период царствования. И поэтому это разделение пришло в XVIII веке. То есть в то время не было Киевской Руси понятия. Это мы сами потом внесли, чтобы нам легче было понять период. Так вот, в основном там находилось основное количество капищ богов и огромное количество жрецов. То есть жреческая каста процветала именно там, на Украине, на окраине Руси. Некоторые обижают, что я не говорю «в Украине», потому что это на Украине, на окраине Руси, огромной Руси. Белая Русь, Малая Русь, Большая Русь, окраина Руси. Это все была Русь. И остается. Потому что эти народы, как были родные братья, так и остаются. Невзирая на то, что происходит сегодня. Я считаю, что огромная, страшная трагедия, братоубийственная война, это именно так и есть. И многие мои слова относительно Донбасса уже начались. То есть мои предсказания, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, как лучше. Но когда плохое сбывается, наверное, к сожалению. Но я не ошибаюсь последние годы вообще. Да и не помню, когда я ошибалась. Поэтому, когда я что-либо говорю, относитесь к этому очень серьезно. Но не будем сейчас о грустном. Итак, Солоха. А знаете ли вы, что к ведьме Солохе, к ее душе обращались? Просили у нее жениха, просили у нее богатство, имущество. Считалось, что Солоха хорошо жила, и у нее было ладное хозяйство. И ей приносили дары люди. Что это не просто была такая красивая, хитрая баба Солоха,
из хутора близ Дыканки, что это действительно была настоящая ведьма, и она существовала, жила, и что за основу своей повести Гоголь взял именно воспоминания о Солохе, ведьме Солохе, которая в реальности существовала. Я вам дарила несколько работ, призыв ведьм, и, если помните, да, Анеюшка, Соломонидушка, Соломея ведьма, и они очень-очень, скажем так, успешно работают и помогают людям. И очень много благодарности от людей слышу и получаю именно потому, что эти работы просто во благо. И вот я хочу вам еще одну работу подарить с участием той самой Солохи, красавицы. Но то, что я разложила, всю эту красоту, это просто, чтобы вам объяснить и показать, что это денежный ритуал и как нужно провести. Вам нужно открыть свои сундуки, шкатулки, начитать 3 раза над ними. Можно, положа руку на это все имущество. Открыть гардероб. Есть у вас шубы, дорогие там вещи, одежда, пальто и так далее. Читайте над этим 3 раза. Откройте, прочитайте над обувью 3 раза. Встаньте перед машиной, читайте 3 раза. В общем, читайте над всем своим имуществом то, что вы хотите приумножить. И через короткое время вы заметите, настолько много к вам притянулось. Вот давайте, пользуясь служебным положением, заодно попрошу вас всех отправить голосовое сообщение о том, что поменялось у вас в жизни за 2020 год. Как помогли мои работы, чтобы вы жили хорошо и жили в достатке весь 2020 тяжелый год. Отправьте голосовые яния, внизу напишите это про результаты за 2020 год. А я выставлю, мне просто интересно. Я и так много выставляю. Ну и вот эти как бы новые голосовые выставлю. Заодно и поймем, насколько вам помогли, какие заговоры и каким образом. Ну, как снять, я думаю, или как записать, я думаю, вы знаете, уже не в первый раз мы отправляем, делимся результатом, чтобы другим помогать, да, другим дать надежду, и чтобы другие поняли, что следует делать, что после чего, если они еще не поняли процесс этой работы. Итак, начнем. Итак, я вам объяснила, каким образом читать. Я думаю, вы все поняли. Здесь не нужно свечей, здесь не имеет значения месяц, время. Чтение, имею в виду, можно днем, можно ночью. Здесь не нужен откуп. Здесь откуп ваша энергия, радостная энергия счастья, когда вы будете каждый раз получать. Единственное, что можно делать, когда она вам будет дарить и дарить, она щедрая ведьма, просто сделайте кому-нибудь приятный, кому-нибудь подарок. Родственники не считаются. Ну, я даже не знаю как. Но если у вас бабушки, пенсионеры, купите ей продукты иногда. Сладости. То есть сделайте добро, отдайте миру. Потому что когда мир тебе дает, нужна отдача. Чтобы все время приходило и поток не остановился. Итак, читаем. Ведьма Солоха посеред лісу стояла, вогонь запалювала, вітер поднімала, духов скликала, говорила їм відьма Солоха: духи Навії, духи Діві, придіть сюди, поспішайте сюди. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Дак, Атан. Слетайтесь в хату Инги, прямуйте, все її добро приумножуйте,
Гроші наполнят скини, золото прикрасить руки, срібло посипятся в кишеню, хутра да шовку, тіло прикрасять, по-царськи житті буде. Слово в справу звертойся, сказала відьма Солоха, і як сказала, так у мене і буде. Царське життя духи мені подарують. Нехай буде так. Заклинаю. Здесь я привожу тех самых духов богатства, которые уже не раз мы приводили, ну, пару раз, не часто, в ритуалах. Почему? Потому что если эти духи богатства работают и помогают, то их можно и созывать в других ритуалах немножко по-другому. То есть усилить одну работу или направить и в это русло, и вместе с этими силами. Одним словом, это долго объяснять, но духи богатства, которых призывали издревле, и плюс украинское колдовство и сила той самой сильной ведьмы, они усилят это все. То есть можно положить руку на имущество, можно читать, глядя на имущество, неважно, оно будет приумножаться. Если вы хотите, чтобы это часто случалось, но читайте чаще. Можно на деньги читать, на кошель, но лучше читать и на вещи в том числе, то есть на атрибуты богатства. И еще раз вам повторяюсь, богатство, приумножение, добро, хорошую жизнь, благополучие созывают атрибутами богатства. Невозможно там какими-то банками, склянками, непонятно чем вызывать богатство. Богатство тянется к богатству, то есть имущество к имуществу, деньги к деньгам, украшение к украшению. Это закон мироздания. Итак, еще раз. Кроме того, я вам уже говорила, объясняла, что если к вам приходит дорогой гость, то вы его встречаете с почетом. Вот эти силы мироздания, они руководят нашей судьбой. И мы не можем их встречать склянками, банками. Мы их должны встречать как положено, если хотим, чтобы они нам помогали. Читаем еще раз. Відьма Солоха посеред лісу стояла, вогонь заполювала, вітер піднімала, духов скликала. Говорила їм відьма Солоха: духи Навії, духи Дівії, придіть сюди, поспішайте сюди. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Дак, Атан. Слетайтесь, в хату Инги примуйте, все її добро приумножуйте, гроші наповнять скини, золото прикрасить руки, срібло посипятся в кишеню, хутра да шовку, тіло прикрасять, по-царськи житті буде. Слово в справу звертайся, сказала відьма Солоха, і як сказала, так у мене і буде. Царське життя духи мене подарують. Нехай буде так. Заклинаю. Хочу предупредить. В течение нескольких дней Яна всегда набирает внизу текст, если у вас нет терпения. Если кто-нибудь еще раз посмеет мне написать лично или под роликом, напишите имена духов, а то боюсь ошибаться, я сразу кидаю в черный список. Мне надоело это хамство, нахальство, колхозность. И пусть не обижаются те, кто в колхозе работает. Колхозность, я не имею в виду колхозников, которые работают и на котором стояла, то есть держалась страна. Понимаете, вы должны понимать. Колхозность – это поведение колхозническое. И впредь будут в черном списке те люди, которые по-быдляцки себя ведут. Дайте, напишите, а что, а вот где, а во сколько, а какие. Даже еще ролик не прослушали и спрашивают, а какой цвет свечей надо. А ты слушать не пробовала от начала до конца, там всего-то минут 15. Читаю еще раз. Відьма Солоха посеред лісу стояла,
вогонь запалювала, вітер піднімала, духів скликала. Говорила їм відьма Солоха: духи Навії, духи Тіві, придіть сюди, поспішайте сюди. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. Слетайтесь, в хату Инги прямуйте. Все її добро приумножуйте. Гроші наповнять скини, золото прикрасить руки, срібло посипеться в кишеню, хутро да шовку, тило прикрасять, по-царськи житті буде, слово в справу звертайся, сказала відьма Солоха, і як сказала, так у мене і буде. Царське життя духи мене подарують. Нехай буде так. Заклинаю. И последний раз читаю. Ведьма Солоха посеред лісу стояла, вогонь запалювала, вітер піднімала, духів скликала. Говорила їм відьма Солоха: духи Навії, духи Діві, придіть сюди, поспішайте сюди. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. Слетайтесь, в хату Инги прямуйте, все її добро приумножуйте, гроші наповнять скини, золото прикрасить руки, срібло посипеться в кишеню, хутро да шовку тило прикрасять, по-царськи житті буде. Слово в справу звертайся, сказала відьма Солоха, і як сказала, так воно у мене і буде. Царське життя духи мене подарують. Нехай буде так. Заклинаю. Там, где говорю в хату Инги, там, конечно, называйте свое имя. Удачи вам, благополучия. И еще раз напомню. Если хотите, отправьте голосовые. Уже можете отправить. Все время спрашивают, когда можно. Вот сейчас можете отправить. Я на днях выложу в прямом эфире. Будем обсуждать, говорить, как лучше, с чего начать и так далее. Ну и новичкам будет урок, как исправить свою жизнь. Ведь все это вам дарится бесплатно. Всем удачи!